Задумывались ли вы, какая из всех пород собак самая древняя? На самом деле, выяснить, какая порода является действительно древнейшей, очень трудно. Причина этого состоит в том, что на протяжении всей истории собаки много раз скрещивались друг с другом. Именно поэтому считать любую современную породу древнейшей нельзя. В ариньякскую культуру верхнего палеолита человек сделал крайне полезное приобретение для своего жилища – одомашнил волка. За следующее тысячелетие он вывел более 400 пород собак. В 2004 году провели исследование, взяли ДНК всех пород собак и сделали анализ. В результате было выявлено 14 пород собак, генотип которых меньше всего отличался от генотипа волка. Это подтверждает то, что эти породы сформировались первыми. В основном родина этих собак – Сибирь, Китай, Аляска и Африка. Для участия в исследованиях отобрали 85 пород собак. Практически все они зарегистрированы в Американском кинологическом сообществе, которое занимается регистрацией всех чистокровных собак. В результате исследования генотипов породы разделили на 4 группы. В первую вошли 14 пород. Они и являются древнейшими породами. Не обошлось и без сюрпризов. Некоторые породы оказались не такими уж древними, как о них думают. Вот вам пятерка лидеров в первом списке. Самые древние собаки в мире. Акита Ину является одной из старейших и аборигенной породой Японии. Эти собаки могут выслеживать таких животных, как кабан, олень и даже медведь. В древние времена их также использовали в качестве сторожевых собак. В 1972 году в японском городе Одате создали специальную организацию, которая следила за чистотой этой породы. Во время Второй мировой войны собаки использовались в военных целях. Правда, горожане держали породу тайком, что и помогло сохранить ее. По окончанию войны собак снова стали разводить. После войны Япония переживала колоссальный кризис, и к началу 1946 года уцелело всего несколько собак. Тем не менее, порода возродилась. Аляскинский маламут – еще один представитель, который не ушел далеко от своего прародителя волка. Собака прошла очень долгую эволюцию. Это одна из первых домашних собак. Маламут сохранил выносливость арктического волка, которые помогали собаке выжить в суровых условиях севера. Все необходимые черты были закреплены дальнейшими скрещиваниями и многими поколениями. Таким образом, пропала необходимость спаривать собак с волками. Разница между маламутами и волками лишь в том, что последние боятся людей, а собаки очень любят. Афганская борзая. В Иране, в пещере Белт, были обнаружены наскальные рисунки этой собаки. Их датируют 9500 годом до нашей эры. В папирусных манускриптах содержатся сведения об этой породе. Восточные народы уважают собаку и относятся к ней как к священной. Для Афганистана эта порода – гордость и достояние страны. Много веков она жила только в горах Афганистана, пока ее представителей не вывезли за границу. В Европу собака была завезена англичанами в 1894 году. Они не смогли устоять перед этой статной красавицей. Басенджи. Сохранились рисунки басенджи в пирамидах и гробницах фараона в Египте. В древности это был очень дорогой подарок, достойный правителя. Фараоны считали, что эта собака защитит их от злых духов и будет хорошим другом в загробной жизни. Поэтому в гробницах можно найти мумифицированных собак, обернутых в дорогие ткани, в ошейниках и украшенными драгоценными камнями. Хоронили их со всеми почестями, как и фараонов. Лхаса Апсо – священная собака для жителей Тибета. Она символизирует удачу, счастье, мудрость и могущество. Раньше верили, что эта маленькая собачка может отвести беду от владельца. Порода известна более 2000 лет. Далай-ламы дарили эту породу китайским императорам как очень ценное подношение. На родине Лхаса Апсо называют «маленький Будда». Даже существует поверье, что в этих собак переселяются души монахов, достигших нирваны. С вами был Исторический Ренессанс и я, Андрей Гришакин. До новых встреч!